Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Новогодние праздники все ближе, и я продолжаю делиться с вами рецептами, которые очень актуальны сейчас. Сегодня будем готовить закуски. Раньше я, как и все, покупала тарталетки, но в связи с тем, что я похудела на 52 килограмма, они совсем отсутствуют в нашем новогоднем меню, либо в любом другом праздничном. Потому что я научилась готовить намного вкуснее и буду делиться с вами этим рецептом. И кроме этого, я покажу не только рецепт вкусных тарталеток домашнего изготовления, но еще 5 начинок. Будет, как всегда, быстро, просто и очень вкусно из доступных продуктов. И вот здесь появится ссылка на вариант целого новогоднего меню. Там будет горячее, салаты и, конечно, десерт. Так что посмотрите обязательно, я уверена, вы найдете идейки, которые подойдут именно вам. Ну а мы начинаем готовить. Мы с вами приготовим простейшее дрожжевое тесто. Я взяла 200 мл воды для того, чтобы дрожжи работали. Вода нужна тепленькая. Добавляю чайную ложку дрожжей без горки и 2 чайных ложки тоже без горки сахара. Отправляем. И еще дополнительно я добавлю ложечку муки. У нас получится такая импровизированная опара. Теперь мы это все хорошенечко перемешиваем и оставляем на 10 минуток. А пока сразу в чашу своей кухонной машины просеиваю 320 граммов муки. У меня мука и белая, и цельнозерновая. В просеянную муку добавляю половину чайной ложки соли. 10 минут прошло, я уже установила чашу с мукой в кухонную машину. Использовать для замеса буду крюк. Добавляю 15 граммов растопленного сливочного масла. Включаю машину на первой скорости. На ней мы все время и будем работать. И следом за маслом отправляю в муку наши дрожжи, которые подошли. Наше тесто готово, оно очень мягкое, совсем не липкое. Теперь отправляем наше тесто на расстойку на 15 минут. Через 15 минут его нужно будет нежно и аккуратно обмять и оставить еще на полчасика. И вот тогда тесто будет готово к работе. Так что увидимся с вами через 45 минут. Прошло 45 минут, нужно второй раз обмять наше тесто. Обратите внимание, что ни масла, ни муки, ничего я не использую, оно абсолютно не липкое. Вымешиваю просто на столешнице. Тесто я обмяла, теперь делю его на 2 части для того, чтобы нам с ним было удобнее работать. Тесто я немного примяла вручную и начинаю раскатывать с помощью скалки. Вот такое получается слой теста, где-то, наверное, 2-3 мм, но точно меньше 5. Толстое тесто нам не нужно, ну и тонкое совсем тоже не нужно. Теперь я вооружаюсь вот таким стаканчиком, диаметр его 6 см. Вы можете использовать любые инструменты и оборудование, которое есть у вас. У меня вот такой милый стаканчик. И начинаю делать им заготовочки кругленькие. У меня с половинки получилось 12 штучек. Теперь тесто, которое лишнее, не вошло в кружочек, я убираю. Один кружочек залип, сейчас мы ему поможем. Теперь из этого теста, которое осталось, мы будем готовить бортики для наших тарталеток. Донышки мы с вами только что приготовили. Бортики готовятся очень просто. Вспоминаем уроки труда. Я взяла вот такую колбаску теста. Теперь с помощью рук ее раскатываю. Колбаска по длине должна подходить нашей будущей тарталетке. Видите, мне еще немножечко нужно раскатать. Мне немного не хватает. Теперь выкладываем. И прежде чем формировать сам бортик, вот здесь мы немножечко прилепляем. То есть мы донышко слепляем с бортиком. Это нужно для того, чтобы наша тарталетка стала единым целым. Теперь с помощью пальцев прищипываю, и у нас получается с вами как раз емкость, куда мы будем отправлять наши разные вкусные начинки. И перекладываю, конечно, ее на противень. Таким образом я сейчас налеплю все 12 тарталеток. Для того, чтобы наши тарталетки были не только вкусными, но еще красивыми и румяными, я их смазываю желтком. И обратите внимание, не только внутри, но и снаружи. Таким образом я сейчас смажу все тарталеточки. Еще для красоты и вкусноты я посыпаю их кунжутиком. Мне так нравится очень, вы можете не посыпать, если вам не нравится кунжут.
Тарталетки я уже отправила в духовку, разогретую до 200 градусов. Печь их нужно 7-10 минут. Прям нужно за ними хорошенечко присматривать, чтобы они подрумянились, но не перепеклись, потому что тесто у нас раскатано достаточно тонко. У меня это обычно занимает 10 минут, но все духовки пекут по-разному, поэтому следите за тарталеточками. Еще я хочу сказать, что мы с вами приготовили только половину порции. У меня осталось еще кусочек теста. Я его сейчас просто положу в пакетик и уберу в морозилку. Да, дрожжевое тесто можно замораживать. Потом просто, когда оно вам понадобится, вы его достаете и размораживаете на нижней полке холодильника. И точно так же готовите все, что вам захочется. Всего 7 минут, и вот наши красавицы готовы. Мы их оставляем сейчас в покое, пусть остывают. Будем с вами готовить разные вкусные начинки. Еще один рецепт, которым я очень-очень хочу с вами поделиться, это мой вариант мягкого сыра, который мы сейчас с вами приготовим, потому что он отлично подходит к бутербродам, ну и, конечно, к праздничным нарядным тарталеткам. Те мягкие сыры, которые продаются в магазинах, напоминают немного таблицу Менделеева, поэтому я придумала свой рецептик. Нашей семье очень нравится, и сейчас я им с вами поделюсь. В чашу блендера отправляю 70 граммов сметаны. Сметана у меня 20% жирности. Добавляю 70 граммов рассольного сыра, у меня сиртаки. Еще добавляю 70 граммов 9% творога. Как вы заметили, все ингредиенты берутся в соотношении 1 к 1. И теперь начинаю блендерить для того, чтобы получить нежный и очень вкусный сырок. В мягкий сыр я еще добавляю укроп, потому что обожаю это сочетание молочного нежного вкуса, вкус сыра и зелени. Для меня это очень вкусно. 2 тарталетки я буду наполнять нашим мягким сыром. Спокойно их приминаем вот так пальчиками. И у нас получается отличное гнездышко, в которое мы и отправляем нашу начинку. Это еще не все. Еще у меня есть вот такой милашка-корнишон. Еще добавляю четвертинку коктейльного томата и 1 целый томатик желтенький черри. Вот такая красота. Можно даже назвать светофор. Мы с вами готовим уже следующую начинку. Для нее мне понадобится немного зеленого лука. Здесь у меня 100 граммов печени трески, натуральной, без всяких добавок, соли, специи. Отправляем туда лучок. Сваренное вкрутую яйцо натираю на мелкой терке. Отправляем яичко, которое натерли, к печени и луку. И все теперь хорошенечко перемешиваем. Я сюда больше ничего не добавляю, потому что печень, она очень сочная, была у меня в масляной заливке. Вот так я их подготавливаю и начиняем нашим паштетом практически, который мы приготовили из печени трески, милую симпатичную тарталеточку. Небольшой акцент отправляем в каждую тарталетку по половинке маслины. Для следующей начинки нам понадобится свекла. У меня одна маленькая свеколка весом 100 граммов. Я добавляю прям пару-тройку капель лимонного сока для того, чтобы оттенить сладкий вкус свеклы. И половину чайной ложки растительного масла я взяла ароматное. Больше на такое количество не нужно. Сейчас я это все дело хорошенечко перемешаю. В тарталетку отправляю щедрую чайную ложку, даже видите, это покрупнее. Отправляем почти 2 чайных ложки свеклы. Соседку тоже начиняем свеклой. На тарталетку отправляю кусочек яйца, я его нарезала тоненько. И укладываю 2 кусочка селедочки. Это, мне кажется, просто классика новогоднего стола. Перед тем, как готовить 4-ю начинку, я хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете, за всю ту позитивную энергию, которой вы меня заряжаете. Благодаря этому я тоже такая позитивная. Я напоминаю, что лучший способ помочь нашему сообществу – это поделиться любым видео, которое вам понравилось в соцсетях, ну или просто по старинке рассказать друзьям, близким, знакомым, коллегам по работе. Я знаю, что вы это делаете, и я вас за это благодарю. А теперь готовим 4-ю начинку. Для 4-й начинки я натираю 50 граммов твердого сыра. У меня сыр Брест-Литовск. Здесь у меня 3 обжаренных шампиньончика и половинка луковички. Отправляю к ним натертый сыр. Кстати, как всегда, все ингредиенты в описании под видео. Добавляю 50 граммов корейской морковки. Заправляю щедрой ложкой сметаны. Ну и хорошенечко все перемешиваю. И начиняем нашей грибной начинкой с пряной морковкой наши тарталеточки. Добавим яркий акцент, немного присыпем зеленым лучком и еще половинку маслины.
А мы с вами готовим уже пятую начинку. У меня здесь по 20 грамм грецких орехов, чернослива и кураги. Сейчас я это все измельчаю с помощью ножа. Отправляю туда нарезанную курицу. Курочки у меня 100 граммов. И заправляю 2 щедрыми чайными ложками сметаны. И все перемешиваю, чтобы это превратилось в начинку для тарталетки. Начинаем наполнять наши тарталетки. Низ я сейчас смажу сметанкой, самое донышко. И вы поймете сейчас, почему я это делаю и зачем. На сметанку прикрепляю, она у нас выступает в качестве клея, можно сказать, кусочки листиков салата. Мне кажется, уже очень нарядно. Вы так можете, кстати, сделать с любой начинкой, это просто как идея оформления. И уже в листик салата я добавляю начинку. Просто посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получилась. Я надеюсь, что после этого видео вы не будете покупать готовые тарталетки в магазинах, а приготовите их по моему рецепту. Ну и, конечно, обязательно буду ждать ваш отзыв. Очень надеюсь, что идеи начинок вам пригодятся на ваш праздничный стол. И еще прошу, обязательно делитесь вашими вариантами начинок. Это мне тоже очень помогает. Возможно, я какую-то идейку возьму и для себя. Я счастлива, что сегодня поделилась с вами таким простым и интересным рецептом. Очень-очень жду ваши отзывы. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные, ну и, конечно, вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, отличного праздничного настроения.